Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на коррекции косметолог. Мы с вами эту коррекцию уже делали. Как я говорила, нужно было выпилить ногти для того, чтобы они не отслаивались. Но в этой части я про это забыла, если честно. И поэтому уже эта девочка приходила ко мне со сколами со свободного края. Мы ей 2 пальчика переделывали. И поэтому правило, которое я вам утверждала как аксиому, еще раз подтвердилось. Если изнутри выпилить ноготь натуральный, который постоянно добавляет проблем с отслаиванием со стороны свободного края, то отслаиваться будет нечему. Соответственно, всегда на таких руках ноготь должен быть убран полностью. Мы же тем временем делаем обычную коррекцию. Как мы выяснили с клиенткой, все у нас хорошо относилось, все замечательно, именно в том порядке, в котором мы сделали в прошлый раз. Но, еще раз говорю, я забыла выпилить изнутри ногти. Ну вот как-то так закрутилось и как-то забыла. На других любых руках это бы ничего бы не поменяло. То есть ноготь бы нормально относился от коррекции до коррекции и было бы все хорошо, но не на этих руках. Вот почему-то здесь структура ногтя такая, что она не держит материал со стороны свободного края. Я еще, конечно же, грешу немножечко на предыдущего мастера по поводу перепиленности натуральных ногтей, но это не доказано. Визуально перепиленности я не видела. И мне просто остается ждать, когда же срастет ноготочек до того момента, когда за него взялась я и уже смогу полностью отвечать за свою работу. Но проблема осложняется еще и тем, что у клиентки очень медленно растущие ногти. Ну вот вообще очень медленно. Они за месяц отрастают буквально на 2 миллиметра. Поэтому сращиваем ноготки, смотрим, как они будут носиться. В следующий раз попробуем еще чего-нибудь новенькое. В этот раз же, как я вам и сказала, накосячили. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что на самом деле вот я сегодня монтирую для вас этот мастер-класс, а ногтям этим уже недели 3-3,5. И мы за это время уже переделывали 2 пальчика со сколами. Итак, подготовили ноготки к наращиванию, сделали праймер, базовый гель и в 1 капельку выравниваем поверхность ногтевой пластины для того, чтобы получить сразу же технику без опила, то есть нам нужен красивый кругленький блик. Но, как все вы помните, шепотом вам говорю, как бы я ни старалась сделать без опила, все равно буду пилить. Ну, не нравятся мне ногти без опила, хотя можно было их оставить и в таком виде, но вот не нравится мне, хоть убейся. Итак, пилим, быстренько опиливаем нашу форму ногтей, превращая ее в красивый собранный миндалик. Все, как я люблю. А теперь поехали, все самое интересное, конечно же, дизайн. Сегодня мы выбрали для себя вот такой вот оттенок зеленого цвета. Эта клиентка, кстати, очень любит зеленый, мы ей уже 1 оттенок зеленого на руках делали. Поэтому выбрали красивый цвет, который нам понравился, покрываем все ноготочки. Клиентка не любит много дизайна, поэтому рисовать будем на 1 пальчике.
качестве дизайна мы с ней решили поиграться с кошками, потому что клиентка меня удивила, сказала, что она никогда себе кошек на руки не делала, вообще не знает, что это такое. Но я решила показать ей, как же это выглядит. Тем более сейчас очень популярен вот этот вот блик кошачьего глаза, который рассеянный блик, так называемый, безумно красиво смотрится на руках, ну и вообще очень благодарный для выполнения на нем росписи. Поэтому покрываем ноготочек черным гель-лаком в качестве подложки под кошку, просушиваем и сверху будем наносить кошачий глаз. Итак, волшебненький момент. В этом моменте все клиенты просто падают в обморок. У меня такая себе хамелеонистая кошка, но она изменяет цвет не от наклона пальчика, а от того, как на нее свет падает. То есть в одном освещении она ярко-синяя, в другом ярко-зеленая и так далее. И от того, как свет преломляется, тоже слегка преломляется оттенок. Мы нанесли кошечку, берем мультифункциональный магнит и пробликовываем красивый рассеянный блик. Кстати, вот этот магнит сейчас у меня самый любимый. Он очень сильный. Он безумно сильный, намного сильнее, чем все, что у меня есть в наличии. И он мне безумно нравится за счет вот такого вот его расположения магнитов. То есть можно из него сделать все, что угодно. После того, как просушили нашу кошку, выполняем опять же модную стилистику дизайна. Делаем вот такие вот хаотичные мазочки, через которых нашу кошку видно. И добавим немножечко цветочков. Получается такой себе минимализм, по-моему, да, как обычно. То есть я одними цветочками ограничиться не могла. Мне надо было добавить еще кошку, еще мазочки и еще чего-нибудь сверху. Было бы место, еще бы страз насыпала, но, к сожалению, ногти короткие.
Итак, вот такой вот дизайн у нас получился. Клиентка ушла в восторге, ей очень понравилось. Она прыгала до потолка, как же это красиво вышло. Поэтому я считаю, что я ей угодила, и мы с ней молодцы. Придумали вот такой простой дизайн. Простой и быстрый, с которым справится даже самый начинающий мастер. Я не устану вам это повторять. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Жду вас в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!